страна вечно зеленых помидор. Поэтому то, что у нас растет виноград, это в принципе и так. Весь лист побит, весь абсолютно. Ничего не осталось, все полностью грохнуло. Тоже уже горе повидавший, но пока живой. Повидал на своем веку, так сказать, покоцанный, но еще большинство, конечно, живое. Он в таком виде сидит уже, наверное, месяц. Ни туда, ни сюда. Вот немножко потемнела лоза, и все. А дальше оно ни в какую не хочет. Вот-вот буквально в последний вагон влетело. Наверное, корчану, потому что устал ждать его. Сколько ж можно. Забыл его срезать. Просто тупо забыл. Ну, на сегодняшний момент самая, наверное, беспроблемная форма. Купили саженец, а лоза на нем не вызревшая. Что с ним делать? Всем привет! 15 октября 2022 года. Минская область, Пуховический район. Значит, на сегодняшний момент уже заморозки сделали свое дело практически на всем винограднике. Практически 50% виноградника побитым листом, но еще 50% примерно осталось. Короче, местами где-то прошелся заморозок, где-то побило, где-то нет. В общем, где побило, конечно, уже процесс вызревания лозы останавливается, уже будут какие-то процессы, но уже незначительные, поэтому особо не рассчитывайте. Если лоза не вызрела, то уже в принципе без вариантов, потому что даже там, где вызревшая лоза, это с виду она вызревшая, внутри процесса могут где-то и не закончиться. Как бы это уже проверено неоднократно. Вроде лоза была вызревшая, все обрезаешь, все хорошо, а практически вся лоза без побегов. Ну, где-то почка, может, не вызрела, где-то лоза не до конца. Бывает такое, половинками она вызревает, половинками не вызревает. Поэтому тут уже как повезет. Поэтому если уже побило виноград, на винограде листья, в принципе уже не заморачивайтесь, не парьтесь, уже как бы пустите на самотек. Как пойдет, так и пойдет. Уже ничего не сделаете. Ну вот на этой части участка здесь еще лист практически весь живой. Это Алешенькин. Ну он такой же, конечно, повидал на своем веку, так сказать, покоцанный. Но еще большинство, конечно, живое. Надежда ранее тоже лист живой. Тоже уже такой осенний, уже пожелтевший, покрасневший. И даже, вон, смотрите, пасыночки еще остались. Ну, живые. Лоза на этих двух кустах вызрела, поэтому здесь вообще проблем нет. Ну вот, давайте так хотя бы глянем визуально. Смотрите. На плодоношение следующего года по-любому здесь будет. Никуда оно не денется. Здесь я натянул. Молодой побег с корней. Он буквально на 3 почки, наверное, только вызрел. Остальное не пошло. Дубовские розы буквально неделю назад все снял, но с лозой здесь проблем я не вижу. Лоза неплохо, кстати, вызрела. Лист еще живой. Он у меня у пристенка, в принципе, еще что-то будет. Еще процесс вызревания лозы у него еще не завершен, пока лист есть. Аркадия метр от стены, тоже лист пока еще живой. Тоже уже горе повидавший, но пока живой. В принципе, по Аркадии тоже вопросов нет. Лоза хорошая, вызревшая. Даже если лист опал, в принципе, меня уже сильно это не забудет, потому что с лозой тут все в порядке. Подарок не святая, что я с ним только не делал, какие работы не проводил. Но с лозой у него засада. Лист пока, правда, еще есть, но я не знаю, если так дальше пойдет. Ну ладно, пока молодой, молодые все грешат этим. Ну посмотрим. В общем, вот он в таком виде сидит уже, наверное, месяц. Ни туда, ни сюда. Вот немножко потемнела лоза и все. А дальше оно ни в какую не хочет. Что за прикол, не знаю, но все на него как бы жалуются, все грешат на него. Ну, посмотрим, как в моих условиях он себя поведет. Корчануть как бы всегда успею, но хочу все-таки его раскачать немножко, чтобы, ну, как-то появился запас многолетней древесины. Ну, в общем, посмотрим, понаблюдаем, потому что ягода очень вкусная у него. Этот ряд не у стены, а у дороги, поэтому, ну, лист практически весь еще живой. Видите, оно как-то местами прошло. Здесь примерно 50 на 50 молодняк. На пару почек вызревших в любом случае есть. Это двухлетки. Ну, видите, лист где-то покоцало, где-то нет. Приморозок был такой средненький. А вот эту часть участка конкретно прихватило. Здесь весь лист побит, весь абсолютно. Ничего не осталось. Все полностью грохнуло. Ну, это тоже молодняк. Ну, как молодняк? Уже года 3, наверное, этому молодняку. Ну, вот здесь лоза вызрела. Это атос. Он у меня, кстати, каждый год не хотел вызревать. В этом году лоза буквально на прошлой неделе начала вызревать. Вот-вот буквально в последний вагон влетела. Я думаю, что-то уже сигналки с этого будут. Остальные немножко как-то косячат. Велес, кстати, у меня не хочет вызревать. Каждый год тоже. Я не знаю, что с ним не так.
вроде бы проблем нет, но вот листа уже нет и лоза не вызревшая. Опять буду отбивать от корней. В общем, еще понаблюдаю годик, если что, тоже, наверное, качану, потому что уже устал ждать его. Сколько ж можно. Гелиос, буквально пару почек, наверное, вызрело. Ну, пообщался с людьми, вроде бы гелиос не будет вызревать у меня в открытом грунте. Ну, посмотрю, если в следующем году сигналки даст, я понаблюдаю, посмотрю, как он себя поведет. Может, что-то из него и получится. В памяти учителя тоже каждый год лоза не вызревала. В этот раз, ну, почки на 3-4, наверное, вызревания есть. Раз, два, три, 4. Ну, на 4, наверное, есть. Лоза такая толщиной с карандаш. Ну, возможно, с этих вот почек, с этих глазков, возможно, получу сигналки в следующем году. Ну и самая беспроблемная прима Украины, в принципе, она уже, ну да, она до кончиков у меня вызрела. В принципе, она уже давно вызревшая и готова. Вот, ну, на сегодняшний момент самая, наверное, беспроблемная форма. Insect Seedless, я, кстати, прошлые выходные просто забыл его срезать. Просто тупо забыл. Он так и остался болтаться, но вроде живой. Размягчился. Приморозок, конечно, его прихватил. Да, ягода размягчилась. Лоза была зеленючая. Кстати, лоза немножко вызревшая. И вот, смотрите, на эту сторону пошло здесь. Побило заморозком. А на эту сторону лист еще живой. Вот забор, сетка рабица. Она не спасла. А вот такой заборчик, в принципе, он немножко как-то защитил от заморозка. В общем, лист еще вот по эту сторону пока живой. Так что еще, может быть, дай бог, неделька у меня есть какая-нибудь. Вот, смотрите, некоторые листы выдержали. Видите, вот здесь конкретно живые такие. Есть такие подвявшие. Ну вот, здесь серединка вообще уже вся побитая. В общем, ну вот так вот местами прошло. Возможно, кстати, защитил немножко вот эта туйка. Возможно. Как она тут проходила, непонятно. Но вот здесь, в принципе, примерно половина листа живого. Вот в этих местах, что подвязаны к низу, что вертикальные, они все живые. И вот тот участок там полностью прихватило. Там уже ничего живого не осталось. Ну, так скажу, результат, наверное, на троечку. Как бы по вызреванию лозы. Так что, в принципе, что-то... Ну, если честно, те, которым еще надо было повызревать, уже лист везде побит. Те, которые уже, в принципе, готовы, лист еще живой. Ну, по закону плотности. Ну, ничего страшного. Задавали мне вопрос. Сейчас такой популярный довольно вопрос, наверное, сезонный. Купили саженец, а лоза на нем не вызревшая. Что с ним делать? Если купили саженец, лоза вызревшая, можете его посадить. Лоза не вызревшая, то лучше... Ну, вот он у вас, например, в стаканчике, да, купленный. Поставьте его на подоконник и пускай стоит как цветок в горшке, скажем так, на подоконнике. Дайте ему возможность, чтобы лоза вызрела. Когда лоза вызреет, можете прямо его в этом стаканчике или в чем он у вас стоит, поставить в подвал, где температура не будет ниже 0 и пускай хранится. Единственное, поддерживайте влажность, чтобы он не пересох. Либо можно, в принципе, достать с этого горшка и во влажный песок его полностью закопать. Ну, опять же, поддерживать влажность. И он так перезимует. Либо песок влажный, либо мох. Перезимует все идеально. Ну, можно, в принципе, не заморачиваться, просто в стаканчике так вот поставить на хранение. Но надо обязательно следить за влагой. В горшочке можете просто сверху на землю насыпать тот же мох влажный, чтобы влага не так сильно испарялась. Ну, в идеале, если подвал влажный. Это довольно частый вопрос, поэтому я, честно говоря, стал его всем лично отвечать, поэтому вставил дополнительную информацию в видео, поэтому пользуйтесь. По поводу видео зимой будут, и в принципе у меня есть кое-какие заготовочки, в любом случае без видео вас не оставлю. Есть у меня еще несколько роликов заготовленных, не смонтированные. Это в Пинске были экскурсии по виноградарям, скорее всего это ближе к зиме, я их буду потиху выкладывать. Пока сейчас будет такое видео осеннее, потом буду, в принципе, в течение зимы что-то еще выкладывать. В любом случае без контента вы не останетесь. Сезон у нас с каждым годом, конечно, все тяжелее и тяжелее. Лето все хуже и хуже почему-то. Хоть идет глобальное потепление, но как-то у нас лето все короче и холоднее. Ну, на самом деле жаловаться грех, потому что, ну, у многих гораздо хуже. Потому что я даже знаю, в районе Пинска в первых числах сентября у людей первый заморозок побил весь виноградник и оставил без листвы. У нас, в принципе, еще запас по сравнению с ними 1,5 месяца был. Поэтому, ну, на самом деле, жаловаться, наверное, грех. Лучше так, чем как у них, на самом деле. Это у людей, у кого на заболоченных местах. Вот там конкретно прихватило. Хотя, вроде, южная часть Беларуси.
Ну, как есть, так и есть. В любом случае мы с вами сделали максимально, что могли. Все провели манипуляции, операции, подкормки и сделали по максималке. Но то, что погода нам немножко поднагадила и не дала лозе нормально вызреть, потому что весь сентябрь у нас просто было ужасно холодно и сыро. И процесс вызревания лозы, конечно, затупился. Но мы сделали, что смогли, поэтому что тут уже сделаешь. Как получилось, так получилось. Будем дальше работать, дальше бодаться с этим делом. Потому что у нас зона рискованного земледелия. А про виноград тут вообще речь не ведется. У нас, в принципе, у нас всегда была страна вечно зеленых помидор. Поэтому то, что у нас растет виноград, это, в принципе, и так нонсенс. Радуемся тому, что у нас есть. Конечно, печально и жалко, что осень наступила. Ну, благо, в принципе, вот сейчас осень такая тепленькая, хорошенькая. Хотите вернуться в лето, в принципе, можете перейти по ссылке в описании на мой второй канал. Там пока еще лето. Можете посмотреть интересные видосы. Все, народ. Если видео полезно, ставим лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Ну, с завершением вас сезона, конечно.